В подмосковном Пушкино местная жительница столкнулась с мигрантом, выполнявшим намаз рядом с детской площадкой. На замечание женщины о том, что не все хотят это видеть, приезжий заявил, что находится на своей земле и будет делать здесь все, что считает нужным. Недели ранее здесь же поймали мигранта, который в течение нескольких дней занимался непотребством, наблюдая за детьми на детской площадке. После задержания педофил врубил дурачка и делал вид, что не понимает, о чем его спрашивают. Приезжего забрали в полицию, но дальнейшая его судьба неизвестна. Если жители написали на него заявление, ему грозит статья и очень неприятные для него последствия. Но давайте вернемся к истории, в которой приезжий решил совершить намаз посреди улицы. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Местная жительница сняла на видео, как через дорогу от детской площадки мужчина расстелил коврик для совершения намаза. Заметив, что его действия фиксируют на видео, мигрант начал возмущаться, доказывая женщине, что это его земля, и он будет делать здесь все, что захочет. Диалог происходил следующим образом. Инородец, решивший приступить к молитве где удобно, заметил, что его снимают, и он начал высказывать претензии. «А что, я не могу снимать?» «Я должна спрашивать вас?» – отвечает женщина. «Да, должна спрашивать», – наглеет мигрант. «Я не должна вам ничего в своем городе и в своей стране, где хочу, там и буду снимать. Мне не хочется этого видеть», – парирует женщина. «Это ваша проблема, я в своей стране», – отвечает инородец. «Ваша страна Таджикистан», – поправляет женщина. «Моя страна здесь», – не успокаивается пришелец. Авторы одного из каналов о мигрантах пишут: «Общение, увещевание и замечания на таких людей мало воздействуют. Если у вас есть желание остановить подобного провокатора, не нужно с ними разговаривать, это сразу же ставит вас в их глазах в категорию слабых людей. Что может помочь? Выдергивание коврика из-под ног, включение на всю катушку рядом с такими любых православных молитв и песнопений или обычного колокольного перезвона. Просто элементарно мешать, стать прямо перед провокатором лицом к нему, пусть себе вам в ноги долбится своей пустой башкой. В конце концов, крепкий пинок под зад еще никто не отменял. При этом отмечается, что нужно быть готовым к ответной реакции и иметь средства для самозащиты. Вот только авторы забыли упомянуть, что в случае конфликта, если дойдет до полиции, виновным будете, скорее всего, вы. Недавно в сети появилась фейковая информация о том, что полиция начала задерживать исламистов за исполнение намаза в общественных местах. Силовики незамедлительно это опровергли, заявив, что публикации о введении в России административного наказания за религиозные обряды в общественных местах не соответствуют действительности. Видимо, они испугались, что их обвинят в покушении на святая святых многонациональной державы и перед лицом исламистов дали заднюю, как перед дагестанскими погромщиками, пишут авторы телеграм-канала. При этом они напомнили, что существует федеральный закон, где четко прописаны разрешенные места для совершения религиозных обрядов. Но они этот закон игнорируют, что, в общем-то, характерно для российской полиции. Поэтому на них в этом деле надежды нет. В борьбе с провокаторами мы можем рассчитывать только на самих себя. Никто нас от исламистов не спасет, тем более государство, особенно если учитывать его роль в появлении всех этих ваххабитов на территории страны, говорится в сообщении. Демонстративное совершение якобы религиозных обрядов на площадках для детей, в переходах метро и на проезжей части. Ношение никабов на улице и публичные заявления в их защиту уже даже после принятия духовного запрета не имеют ничего общего с настоящей религией. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов. Это идеологические и политические действия и ничто иное, как намеренно провокационные акции, часто на камеру, когда один молится, а другой снимает, организованные радикалами в поддержку радикалов с целью расширения их влияния и увеличения своих сторонников, в том числе уже среди местного населения, под предлогом «правоверных обижают кафиры», подчеркнул Кабанов. Есть в России и те, кто считает, что на приезжих можно воздействовать не наказаниями и строгими запретами, а лекциями. Федеральное агентство по делам национальности разработало адаптационный курс для мигрантов. В нем, в частности, содержатся рекомендации не совершать религиозные обряды в общественных местах, не обсуждать прохожих на родном языке, не свистеть и не цыкать понравившемуся человеку, а также не совершать жертвоприношения животных, не стрелять в воздух на свадьбах и не использовать в разговоре обращение «брат» или «сестра». Как сообщают в СМИ, дальнейшей реализацией курса займутся региональные органы власти.
Ответственный за осуществление мер в сфере социальной и культурной адаптации иностранных граждан, замглавы ФАДН Станислав Беткин сообщил, что курс уже прошел успешную апробацию в 4 регионах, включая Московскую область. Однако многие скептически восприняли данную идею. Существует стойкое убеждение, что невозможно интегрировать тех, кто этого не хочет. А инициатива ФАДН – это вялая борьба с симптомами при прогрессирующей болезни. При этом отмечается, что проблема заключается даже не в самой инициативе, а в том, что вместе с ней параллельно не принимается других назревших мер в отношении завоза мигрантов из стран бывшего Союза. Вот как это комментируют люди в социальных сетях. Те, кто приехал в Россию работать, должны работать. А молиться они могли и у себя дома. Ну и в хадж по святым местам отправившись, считает Станислав. У нас несколько мусульманских республик в стране. До приезда этих мигрантов никто никогда не видел ни одного мусульманина, совершающего намаз в общественных местах, на улице, детской площадке, в метро. Нам не нужен радикальный ислам и экстремизм. Всех домой, возмущается Нина. Прекрасная инициатива ФАДН с помощью просветительских лекций бороться с религиозными фанатиками и радикалами. Равносильно попытке лечить раковую опухоль таблетками от кашля или каплями от насморка, пишет Наталья. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока!